Итак, всем привет, с вами Макс Лрус. Сейчас мы будем осматривать мое поселение, находящееся в Sanctuary Hills. Начнем мы, наверное, с моей станции по добыче воды. Вот она здесь, можете ее видеть. Добывает она 240 условных единиц воды. Вот сейчас вам продемонстрирую. Да, 240. Очень такое серьезное сооружение. Сейчас мы все это увидим, в общем, поближе. Здесь у нас такие ворота и сразу же ловушка для рейдеров. Ну, собственно, отсюда идет огонь. Да. И чтобы ее запустить, ну, в общем, она уже как бы сломана сейчас. Это я при рейдах ее как бы, ну, починю. В общем, тут заново придется ее ставить. Но это не суть, не будем углубляться. Так, вот сейчас сначала я вам покажу, ну, саму вот эту станцию мою. Она очень такая, ну, большая, как мне кажется. По добыче воды. Я делал в основном ее для добычи, то есть для этого поселения и для экспорта в другие поселения, ну, воды и перепродажи, естественно, в дальнейшем. Так, ну, думаю, в принципе, вот увидели, как выглядит данная, ну, ГЭС, назовем ее так, мини-ГЭС. Так, сейчас вам покажу, собственно говоря, мое поселение, которое огорожено и окружено турелями. Так, вот, собственно говоря, у меня вот кормушка для браминов. Раньше, кстати говоря, был один, потом еще один появился, смотрю. Ну, постепенно приходит. Так, вот, собственно говоря, нас встречает тут сразу пост, охранник. Так, начнем мы, наверное, вот с этого помещения. Мини-общежитие, построенное, наверное, ну, совсем недавно. Такое уютное, светлое. Так, имеется тут также компьютер у меня подключенный. Через него можно регулировать переключатели и управлять турелями. Вот. Так, ну, здесь у меня, то есть в этом, скажем так, в этой хибаре просто обычная кровать и все, то есть чисто ночлежка. Раньше здесь был, опять же, пост с охраной, но он не такой вот был, а сейчас я покажу. Так, у нас оборона. Так, вот, то есть вот такие вот посты здесь вот так вот стояли, но я решил их заменить и как бы более рационально использовать место. Это, то есть, поставить такую хибарку, здесь сделать кровать и наверху ракетную турель поставить. Что в итоге вышло намного эффективнее. То есть получилось, у меня появилось место для жителя потенциального, и как бы безопасность стала лучше, так как, ну, сторожевой пост не дает такой безопасности, как ракетная турель. Ладно, в общем, идем дальше. Здесь у меня, ну, обычные такие, скажем так, место для торговцев. Да, вот они так вдоль всего у меня поселения идут. Здесь у меня первый основной дом, я его так называю, потому что с него я начинал когда-то давным-давно строить это поселение, потому что, ну, оно реально очень-очень давно начинало строиться. Я где-то потратил на него, может быть, ну, с самого начала игры я потихонечку строил его, то есть дорабатывал. Приходили постепенно новые идеи, я сюда их, ну, применял. И в итоге постепенно вот получилось такое вот поселение, которое вы в дальнейшем видите полностью. Так, ну ладно. Здесь у меня как бы такая мини-лаунж-зона. Ну, здесь можно расслабиться. Ну, я бы хотел, конечно, чтобы люди готовили, но плита здесь стоит ради украшения. Ну, мне кажется, она неплохо здесь смотрится. В общем, так светло, уютно. Вот. Здесь у меня такая вот комнатка. По меркам других она очень, так скажем,
привилегировано, так как на одного человека приходится такое большое помещение. В сравнении, например, вот с этой комнатой здесь, ну, помещение чуть больше, скажем, но уже трое здесь размещается. Очень как бы компактно. Ну, здесь то же самое. Обычные 2 комнаты. Кто играл, знает то, что здесь нет вот такого вот заграждения. Мне пришлось его поставить. Также здесь стена соседнего дома. Ну, соседний, ну да, которую вы видели в начале. Здесь у меня тоже лаунж-зона. Люди заходят, садятся, тоже расслабляются. Вот. Так, далее у нас обычный такой сектор хибар. Я так хотелось бы его назвать. Ну, с обычные простенькие дома такие. Для ночлежки. 1-2 кровати, ковер, по стандарту картины, по стандарту, вернее. Вот. Ну, то есть ничего необычного. Здесь имеется такой, скажем, телевизор. Вот. Ну, в принципе, уютно. Мне вот эта комната как бы больше всех из этих нравится. Так, ну ладно. Здесь у меня вот, в общем, такая вот идейка пришла так вот огородить. Выход, на самом деле здесь был выход из дома. Здесь то же самое оградил. Тяжеловато, конечно, было прям впритык сделать вот эту так вот изгородь, но все-таки у меня получилось в итоге. Тоже, опять же, очень много времени было на это затрачено. Вот здесь у меня такой пол искусственно созданный, скажем так, с ступеньками. Заборчик. Так, здесь у меня переключатель, кстати говоря, можно так на ночь, оп, и выключить свет в хибарах и в этом доме. Так, да, остальные у меня не выключаются. Давайте мы включим. Так, дальше, значит, у нас здесь электростанция и маяк для вербовки, но это я вам чуть позже покажу, когда начну показывать внешний вид поселения, так скажем. Здесь вот тоже простая хибарка, пост охраны, ну и тоже еще одна хибарка. А здесь у меня идет, так скажем, такое глобальное общежитие, я бы хотел его так назвать. Хотя здесь кровати не так много на самом деле, всего лишь 5 на первом этаже, на втором этаже у меня уже ничего нет. Ну, сейчас увидите. В общем-то, вот так вот оно выглядит. Тоже идей было очень много, я перестраивал этот дом несколько раз. То есть постепенно первый раз, например, сделал, мне не понравилось, как некрасиво он выглядит, снес его, построил совершенно по-другому, в итоге вот такой вот финальный вариант. И то, может быть, опять его перестрою, ну, еще не знаю. Если время опять же будет. Вот здесь у меня просто уже обычные коврики, кресло и вот такой вот балкончик. В принципе, отсюда такой, ну, неплохой вид, так скажем, на данное поселение, но вот с той башни он будет получше. Хотя я не предусмотрел туда лестницы. Так как вот эти лестницы, ну, они как бы, ну, не очень. Но надо было все-таки сделать разработчикам такие плоские лестницы, которые крепились бы к стенке. И которые не занимали бы так много места. Тогда бы можно было легко подняться на эту башню. Так, ладно, наверное, далее я покажу вот этот вот дом. Ну, здесь по стандарту верстаки. Стойка для брони силовой. Дверь. Так. Здесь у меня тоже лаунж-зона. Это второй основной дом. Вот. Постарался здесь тоже по максимуму уют сделать и комфорт. Вот. Так вот оно выглядит. Так. Сейчас. Ну, здесь обычные комнаты. Думаю, описывать здесь нечего. А вот здесь тоже. Такие вот комнатки. Отсюда тоже интересный вид такой довольно-таки на вход в поселение. Так. Здесь колокол для сбора жителей. Так, ладно, в общем, тут у меня уже моя временная резиденция без кровати. Чисто просто, чтобы, так скажем, ну, какой-то был уголок. Кровать и прочее у меня располагается в Diamond City, в моем основном доме уже. Вот. Такой здесь вид, такие картины. Ну, по-простенькому я не стал заморачиваться, просто хотя бы, ну, чтобы такой был какой-то уголок. Здесь вот, кстати говоря, я сделал крышу. Довольно-таки тяжело ее было делать, ибо сюда не подлезть с этими кусками пола.
Вот, деревянными. Но в итоге получилось вот так вот. Все лучше, чем, как бы, ну, была вот эта вот, лишь вот эта вот крыша. Да. Выглядит более-менее нормально. И когда дождь начинается, ну, как бы, поселенцы не такие мокрые в нем. Ну, они вообще не мокрые. Так. Ладно. Так. Наверное, надо будет показать башню саму, как она выглядит наверху. Сейчас ждем мы командочку. Сразу скажу, что строил поселение без читов, набирал ресурсы сам. Вот. Так вот она, собственно говоря, выглядит сверху. 4 прожектора и 4 турели ракетные. Очень мощно. Здесь у меня находится генератор. Такая система проводов туда. Там даже 2 генератора. Да. Вот они. Такое целое помещение для них. Так, в общем-то, вот как-то так. Отсюда вот такой неплохой вид. Конечно, можно было эту башню как-то доработать, но я не хочу. Сразу скажу, что неким вдохновителем для постройки данного поселения мне послужило поселение из Fallout 3 Мегатонна. Ну, кто играл, знает, да? Даже потом я вам покажу, ну, как бы часть такая, ну, которая сразу напоминает о Мегатонне. Ну, не знаю, лично мне, не знаю, как вам. Так. Здесь вот у меня ферма, первая ферма с мутафруктом. Такая вот изгородь у меня. В некоторых местах она даже в дворе дает изгородь. Вот, например, вот здесь. Так, ну здесь, думаю, всем понятно, что у нас находится. Так вот. Хотя люди все равно в него не ходят, ну, просто есть. Да, так. Ну, люди имеются в виду в Fallout 4. Тут не доработали немножко вот это. Так, здесь у меня лаунж-зона номер 3. Люди приходят сюда, расслабляются. Здесь защищает их такая вот крыша примитивная, так скажем. Да, вначале начиналось все вообще с этого бара. Я просто поставил его сюда, ну как бы не знал, где здесь его поставить, пока думаю, да, временно туда поставлю. И потом смотрю, люди уже начали сюда приходить, закупаться, стоять рядом с этим баром, что-то пить, есть даже с рук. И я такой задумался, блин, а почему бы вот не сделать, например, сидушки и такой вот стол. Ну, получилось довольно-таки уютно. Плюс люди реально уже облюбовали это место. Обычно в конце рабочего дня где-то 11-10 часов они реально сюда приходят, закупают что-то в баре и садятся, здесь едят. Так что, ну не знаю, получилось как-то забавно. Поэтому решил так вот оставить все это. Здесь у меня вторая часть фермы, она еще недостроена. Это на будущее тут кусок земли, если вдруг понадобятся новые мощности для фермы. Здесь ветряная электростанция, которая питает у меня вот тот дом, вот тот, и вот этот вот дом. Так, ну это как раз та самая часть, которая напоминает мне о Мегатоне. Не знаю, как вам, но мне да. Там была такая турбина, как бы тоже, и лопасти, они крутились. Ну вот, как-то так. Так, теперь я вам сейчас покажу мою электростанцию, с помощью которой питается, так, наверное, ну, большая часть моего города, поселения. Вот здесь у меня такой вот вербовочный маяк, специальную подставочку для него сделал. Вот, такая вот энергостанция, очень мощная. От нее питается, значит, вот та турель. Вот этот вот дом, очень огромный, так скажем, вот эти вот 4 дома. Ну, это где-то уже будет 40-50% от всего поселения. Ну да, еще вот это вот эти вот турели. И, сирена, кстати говоря. Ну и дает электричество для вот этих вот торговых палаток. Вот они стоят. Так, дальше. Наверное, я вам покажу, как вот он выглядит. Так. Прыгнем. Как выглядит все это поселение со стороны. Вот так вот оно выглядит. Маленькое, компактное. Специально я старался сделать его очень компактным. Мне как-то это понравилось. Очень такая задумка. Сделать город очень компактным.
А потом сейчас в будущем, например, я хочу расширяться и застроить всю доступную территорию для данного поселения. То есть это вот до сюда. Да, и вот эта вот часть города, она будет считаться уже как бы, ну, центром поселения и как бы старой частью. То есть такая более привилегированная будет. Вот. Так, наверное, я все показал. Так. Сейчас посмотрим. Ну да. В принципе, только вот так вот можно сюда встать. Еще раз так вот показать, как выглядит все в более замедленном варианте. Ну, не знаю, мне лично оно очень нравится. Вот, как-то так. В принципе, все. На этом я хочу закончить свой обзор. Подписываемся на канал, ставим лайки, задаем свои вопросы в комментариях, либо в личку ВКонтакте, или в Стиме. То есть добавляем, пишем. Мне отвечу на все ваши вопросы. Это как бы, ну, без проблем. Также, наверное, в будущем сделаю обзор моего поселения в центре. Так, он у нас находится... Ой, не туда немножко. Так, где же он находится-то? Да, переулок Висельника, вот. Там тоже очень довольно-таки интересное поселение. Так что советую подписаться и реально посмотреть на обзор следующего поселения. Вот, там довольно-таки интересно, но там тоже очень компактный, потому что там всего лишь маленький переулок. Вот, но оно еще немножко недостроено, я его еще как бы доделаю, и потом уже сделаю полноценный обзор. Так что всем удачи, пока, встретимся на моем канале. И да, кстати говоря, если вы все еще смотрите это видео и не закрыли его, то можете на моем канале в этом же плейлисте Fallout 4 найти видео о том, как примерно выглядело это поселение в самом начале, до его, так скажем, постройки более глобальной. Ну, правда, сразу скажу то, что извиняюсь за качество этого видео. Это запись, вернее, с тестового стрима, а это тестовый стрим. Ну, понятное дело, что тестовый стрим, да, и я не знал, то есть, какое качество будет на выходе, в итоге там получилось оно очень плохое. Вот, так что на нем можете заметить, как примерно все это выглядело в начале. Хотя, в принципе, кто играл в Fallout, знает, как все это изначально тут выглядит. То есть, ничего вот этого вообще тут нету. То есть, вот, и хотелось бы еще добавить то, что, ну, реально было очень много времени затрачено на это поселение. Вот, хотя изначально может показаться, что нет. Вот, и теперь уже окончательно до встречи. Ставим лайки, подписываемся на канал.